Всем привет, друзья! Это третий заключительный обзор на самые интересные и важные события 2002 года, и сегодня в выпуске. Мисс Вселенная из МВД. Как Ленинград не пустили в Москву. Взрывная дискотека на Бали и борьба за людские души. Тренды начала 2000-х и отличные компьютерные игры. Великолепное кино, мультфильмы, музыкальные хиты, а также множество других интересных событий со всего мира прямо сейчас. Друзья, ваша поддержка очень важна для нас. Напишите любой комментарий, поставьте лайк и поделитесь этим видео в соцсетях. Террористическая война на планете не затихает. Радикалы наносят миру новый удар, на этот раз в Индонезии. 12 октября 2002 года в ночном клубе Paddy's Pub многолюдно. Смех и веселье сменяются страхом и потрясением после внезапного мощного взрыва. Дискотека взлетает на воздух. Люди в панике выбегают на улицы, и тут раздается второй взрыв. На куски разлетается припаркованный автомобиль, забитый взрывчаткой. Бомбы управляются дистанционно с мобильного телефона. Третий взрыв прогремит у посольства США. Мощная и смертоносная атака террористов на Бали уносит жизни более 200 человек. Огромное количество раненых. Их доставляют машинами в госпитали. Полиция найдет и арестует целую подпольную группу из 30 человек, связанную с Аль-Каидой. Главных организаторов расстреляют, остальные получат долгие тюремные сроки. Для некоторых они будут пожизненными. Америка бросает вызов мировой оси зла и начинает боевые действия против лидера Ирака Саддама Хусейна. Пока операции не широкомасштабные, но стремления НАТО вполне понятны. 10 декабря самолеты США и Великобритании бомбят систему иракской противоракетной обороны неподалеку от города Аль-Амарах. Мир ждет новой войны, теперь уже в Ираке. Негромкая духовная экспансия. Так Ватикан, по мнению последователей теории заговоров, начал замещать православие католицизмом в России в 2002 году. Скандал разразился после указа Папы Римского Иоанна Павла II. Папа в нем всего лишь повысил статус католических российских приходов. Были администратуры, стали епархии. Этого было достаточно, чтобы общественность и русская православная церковь мгновенно отреагировали, некоторые даже трактовали указ папы не иначе как посягательством на территорию православных. Ватикан в недоумении, что не так? Католиков в России за последние годы действительно прибавилось. Их на 2002 год в стране больше 600 тысяч, что откровенно тревожит РПЦ. Отношения Ватикана и Москвы портятся с каждым днем все сильнее. Священники объясняют, чужие церкви нам в России не нужны. Предполагаемый визит Папы Римского в Москву так и останется планируемым. Какой уж тут визит, когда между католической и православной церквями назрели такие отношения. Наконец-то свершилось. Старший лейтенант МВД Оксана Федорова выигрывает престижный конкурс красоты «Мисс Вселенная» и прерывает победное доминирование красоток из латиноамериканских стран. Устроитель конкурса Дональд Трамп всегда питал слабость к женской красоте. Он и представительное жюри шоу были единодушны. Участница из России вне конкуренции. На голову нашей соотечественницы воздружают бриллиантовую корону, одаривают подарками и призами на сумму более $500 000. 73 конкурсантки из других стран в расстроенных чувствах взирают на триумф россиянки. Победительница триумфально возвращается на родину. Оксану Федорову знает и любит вся страна. Правда, через полгода тот же Дональд Трамп лишит Федорову титула якобы за невыполнение условий контракта. Но королеву красоты это совсем не расстроит. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Свободолюбие у наших женщин в крови. Федорова найдет себя как ведущая детской передачи «Спокойной ночи, малыши», станет знаменитой медийной персоной, начнет петь на эстраде вместе с Николаем Басковым, а Дональд Трамп скоро станет президентом США. Но это будет в будущем. А в 2002 году Оксана Федорова самая красивая девушка вселенной.
В России впервые после развала Советского Союза проводится перепись населения. Переписчики с большими сумками и блокнотами ходят по домам. Последняя перепись в стране была в далеком 1989 году, еще при СССР. На тот период в Российской Федерации жило 147 миллионов человек. В 2002 году россиян стало меньше на 2 миллиона. Как окажется впоследствии, это будет лишь начало рекордной убыли населения страны и началом массовых миграционных процессов. Крупные города станут только крупнее, а мелкие районные центры и деревни постепенно исчезнут с физических карт регионов. Правительство России в надежде поддержать отечественных автопроизводителей вводит высокие пошлины на завозимые в страну поддержанные иностранные автомобили старше 7 лет. Народ сразу понимает, что к чему. Автогигант, который выигрывает от этих непопулярных мер, в стране один. Это АвтоВАЗ, Жигули и Лады, которого в последнее время не особо берут даже самые преданные любители отечественной марки. Очень много нареканий к качеству. Автолюбители негодуют: изготавливайте машины лучше, а не давите своими постановлениями конкуренцию. Берите пример с японцев, делайте такие же надежные машины, и мы будем покупать их у вас. Но власть безмолвна и несгибаема. Пошлины не отменены, иномарки повышаются в цене на вторичном рынке. Впервые в истории новой России жертвой заказного убийства стал высокопоставленный представитель государственной власти Российской Федерации. В Москве выстрелом в затылок убит губернатор Магаданского края Валентин Цветков. Убийство произошло утром 18 октября возле московского представительства региона на Новом Арбате. Киллер произвел всего один точный выстрел и исчез. Следствие будет длиться много лет, проработает огромное количество версий, в том числе касающихся конфликта интересов в ловле и поставки рыбы в крае, но так и не продвинется в этом деле. Исполнителей убийства не скоро, но все же найдут в Испании, но определить мотивы покушения и заказчиков так и не удастся. В мире музыки 2002 стал годом успеха американского рэпера по имени Eminem. В текущем году зажглась его счастливая звезда. Он стал самым продаваемым музыкальным артистом в мире, а его сингл «Lose Yourself» признан лучшей песней по версии журнала Rolling Stones. Музыкальная премия Грэмми досталась в 2002 году молодой джазовой певице Нори Джонс. Ее дебютный альбом просто взорвал музыкальный рынок. Более 20 миллионов проданных копий альбома, Come Away With Me и целых 5 премий Грэмми, безоговорочный триумф молодости и таланта. Одно из главных музыкальных событий года в России – первый пасхальный музыкальный фестиваль. Главный организатор фестиваля – руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, дирижер с мировым именем. Символично, что Гергиев из Петербурга, как и высшие государственные деятели страны. Уже на следующий год фестиваль получит всероссийский статус, а известность и авторитет Гергиева только упрочатся. Еще одна звезда оперной сцены года – Анна Нетребко. Именно с 2002 года, после триумфа в Зальцбурге, на музыкальном фестивале певица стала известна в мире. Нетребко отличается от многих оперных див прежде всего своей красотой. Жгучей русской южной красавицей восхищаются в Европе. Ее голос, фактура, стать невозможно не заметить. Австрийцы и немцы в восторге от певицы. Совсем скоро, через несколько лет, австрийское правительство с почетом предоставит оперной диве австрийское гражданство. А пока Анна Нетребко блещет на мировых сценах, ее фотографии на первых страницах самых известных мировых СМИ, что, безусловно, нравится в России. Анна – лицо страны, и лицо, безусловно, красивое и благородное.
Огненные строчки припева www.leningrad.spb.ru так и не услышали 8 тысяч москвичей, купившие билеты на концерт группировки «Ленинград» в ноябре 2002 года. 1 ноября мэр города Юрий Лужков запрещает группе и лично ее лидеру Шнуру, в миру Сергею Шнурову, выступать в столице и авторитетным решением отменяет концерт коллектива в Лужниках всего за один день до события. Главная причина – обилие ненормативной лексики в песнях коллектива. Раздосадованные москвичи негодуют и обсыпают городского главу этой самой что ни на есть запрещенной лексикой. Шнур и Ленинград приобретают бешеную популярность в Москве. Даже те, кто его не знал после скандала с отменой концерта, узнают из интернета истории о творчестве коллектива и с удовольствием слушают его песни. Друзья, в описании вы найдете ссылки на наш второй канал с ежедневными фактами, а также другие обзоры и наши соцсети. Не забывайте ставить пальцы вверх и писать комментарии. Огромная благодарность всем, кто проявляет активность. Новые трендовые явления года в Москве, а значит скоро и по всей России. Их 4 – кофейни, снеки, кальяны и фитнес. Расскажем кратко о каждом из них. Новый формат общепита покоряет мегаполисы и города поменьше. Это кофейни с огромным выбором разных сортов кофе и пирожных. Стеклянные витрины, удобные столики, стильный дизайн и ничего схожего с пафосными ресторанами или яркими ночными клубами. В кофейне можно взять чашечку кофе и просидеть с ней за столиком целый день. В кофейнях проходят романтические встречи, партнеры по бизнесу проводят там деловые переговоры, огромные массы школьников, студентов, офисных работников, регулярные посетители сетевых шоколадниц и кофехаусов. Кофейни открываются как грибы после дождя. Правда, с российской спецификой. Все чаще, кроме кофе и чая, в кофейнях можно заказать бизнес-ланч, поесть наваристого борща или перекусить гамбургерами. Тем не менее, кофейни постепенно вносят в страну новые западные форматы общественного питания. Новая модная тенденция оригинальных услуг российских кафе и ресторанов – кальяны. Все смешалось в концепции и стилистике общественных мест, где можно подкрепиться. В японском ресторане вам легко предложат поесть суши, заказать шаурму и покурить кальян. В массовом сознании владельцев точек общепита выстраивается понимание, что хороший ресторан или кафе без кальяна быть не может. Появляется даже новая профессия – кальянщик. Мода на кальяны в Россию пришла из арабских стран и Турции. Скоро кальяны будут продаваться в сувенирных магазинах, а потом и в табачных. Уменьшенный вред для здоровья кальянного дыма медициной не доказан, но россияне уверены, с сигаретами он не сравнится. Молодежь массово покупает кальяны и курит их везде, на природе, дома и даже на спортивных соревнованиях. Кальяны действительно модный тренд 2002 года. Популярность в России набирают снеки. Сухие закуски из кальмаров и разных засушенных рыбешек продаются в 2002 году в магазинах с утроенным спросом. Также растут продажи сухариков и чипсов. Вроде бы, что тут такого? В советские времена каждая семья делала сухари самостоятельно, но тогда не было рекламы. А тут сухарики и чипсы рекламируются, как говорят сатирики из телевизора, из каждого утюга. Еда явно нездоровая, но к пиву самое то, а россияне пиво любят. Фитнес, новое западное слово, постепенно входит в речевой оборот и становится все более и более популярным в России. По идее, фитнес – это не что иное, как поддержание себя в хорошей физической форме. Во времена СССР с этим успешно справлялись с помощью утренней и производственной гимнастики, прогулок и массовых спортивных игр. Но в капиталистическом обществе, где все можно превратить в прибыль, фитнес стал выгодным бизнесом. Маркетинг же не зря придумали. Фитнес стал позиционироваться как модный комплекс безусловных выгод. Это одновременно и полезные физические занятия для организма, и общение, и досуг, и популярный тренд.
Купи абонемент в спортивный зал и будешь всегда бодрый, здоровый и подвижный. Около 10 лет фитнес пробивал себе дорогу в России. Сначала им начали заниматься те, у кого были деньги – бизнесмены, предприниматели, модели, золотая молодежь, артисты. Постепенно к ним присоединились и менеджеры средней руки. В наше время трудно представить человека, не занимающегося физической активностью в той или иной форме, и фитнес-клубы давно стали привычным делом для россиян. Но настоящий бум пришелся на 2002 год. Он и стал годом развития фитнеса в России. Яркое культурное явление в России. Московское радио «Максимум» стало прародителем современного отечественного разговорного жанра в исполнении непревзойденных мастеров слова, ведущих радиоэфиров Геннадия Бачинского и Сергея Стиллавина. Их утреннее шоу – эталон жанра и самое популярное в стране. Непринужденность, юмор, богатый словарный запас, импровизация – всем этим мастерски владеет дуэт радиоведущих. Аудитория дуэта с каждым днем ширится и растет. Бачинский и Стиллавин становятся звездами не только радио, но и телевидения, на котором они ведут различные передачи и конкурсы, всегда с неизменным успехом. Без сомнения, лучший дуэт ведущих 2002 года в России. Мировая киноиндустрия на подъеме. Как на конвейере выходят фильмы один лучше другого. Зрители голосуют за новинки своим кошельком. Вне конкуренции Гарри Поттер, Властелин колец и Человек-паук. Об этих шедевральных лентах мы рассказывали в прошлых обзорах. Но хороших фильмов было так много, что не рассказать о них мы просто не имеем права. Любители вселенной «Звездных войн» торжествуют. На экраны вышел эпизод 2 «Атака клонов». В галактике, как всегда, неспокойно. Сюжет фантастической саги постепенно развивается. Приключения джедаев Оби-Вана Кеноби, Энакина Скайуокера и сенатора от планеты Набу, прекрасной Падмы, с замиранием сердца смотрят зрители в кинотеатрах. Негодуют по поводу козней графа Дуку, возмущается вероломством темного лорда ситхов. Фильм вдохновляет грандиозным сражением клонов и механических дроидов. Лента немного не дотянула до 3-го места по сборам, но уверенно закрепилась на прочном 4-м месте в топе 10 самых кассовых фильмов года. Среди других киноновинок 2002 года отметим фантастическую комедию «Люди в черном 2». Про приключения агентов по контролю над пришельцами, которые, как всегда, удачно спасут мир от надвигающейся галактической катастрофы. Прекрасный комедийный французский фильм «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра» с Жераром Депардье в роли Обеликса. Смешные недоразумения с главными героями, волшебное зелье, строительство грандиозного дворца, чего в фильме только нет. Но вот юмора и приключений точно хватит на всех. Фильм до сих пор пересматривают в онлайн-кинотеатрах. Впрочем, как и 12-й по счету шедевр про британского секретного агента 007. Лента «Умри, но не сейчас» была выпущена к 40-летию мировой Бондианы, и великолепный Пирс Броснан сыграл Джеймса Бонда в этой картине в последний раз в своей карьере. Детский зритель радовался в 2002 году замечательной мультипликационной истории «Ледниковый период». Мамонт-ленивец и саблезубый тигр стали кумирами малышей разных стран, а саблезубая белка Скрэт надолго прослыл смешным и невезучим персонажем этой анимационной сказки. Про лучшие, по нашему мнению, игры, вышедшие в 2002 году, мы достаточно подробно рассказали в 2 предыдущих частях обзора года. Но это совсем не говорит о том, что тема хороших компьютерных историй исчерпана. Мы продолжаем вспоминать шедевры и ностальгировать про такое прекрасное и уже далекое время. Warcraft 3, долгожданная стратегия, поставила рекорд еще до своего официального выхода. 4,5 миллиона заказов было собрано от игроков со всего мира до презентации новинки, и более 1 миллиона копий было продано всего за месяц после выхода самой ожидаемой игры года. Warcraft 3 угодил игрокам. Сюжетные миссии, развитие, строительство, военные действия, союзы, 4 игровые расы на выбор, супергерои со своими уникальными способностями,
Геймеры засели за компьютеры и приставки, погрузились в игру и мгновенно забыли обо всем на свете. Игра Medal of Honor Elite Assault, в переводе «Медаль за отвагу. Второй фронт», новое продолжение известной франшизы Стивена Спилберга, как всегда, было сделано на высоком уровне. Игроки не могли оторваться от закрученного сюжета. Главный герой Майк Пауэлл, лейтенант армии США, воюет на стороне антифашистской коалиции и разбирается с нацистами в увлекательных миссиях в Африке, Норвегии и Европе. Любителям военной истории и особенно событий Второй мировой войны эта игра даже после 20 прошедших лет придется по душе. Новая игра Героя Меча и Магии 4 порадовала поклонников знаменитой истории прекрасной графикой и визуальными эффектами. Персонажи казались выполненными в 3D, но на самом деле был использован новый изометрический графический движок. Благодаря новому движку герои саги получили смелый и более яркий облик. Героя Меча и Магии 4 замечательная гибридная ролевая стратегия 2002 года оставила о себе в памяти игроков добрые и приятные воспоминания. Tom Clancy's Splinter Cell — новинка жанра стелс-экшена, запомнилась как игра, предлагавшая геймерам скрытный режим прохождения. Главному герою истории, работающему на секретное подразделение «Третий эшелон», не рекомендовалось бежать, кричать и шуметь. Стрелять без разбора налево, направо тут тоже было нельзя. Игрокам приходилось ждать, красться, неожиданно нападать и скрытно продвигаться к главной цели сюжета — ликвидировать террористов и разрушить их опасные планы. Hitman 2 Silent Assassin — еще одна известная игра года жанра стелс-экшен. Игроки по сюжету этой интересной компьютерной истории становились бесшумными убийцами. Играя за персонажей игры, разбирались со всяческими нехорошими парнями из мафии. Кто не играл в 2002 году в «Крестоносцев», тот многое потерял. Stronghold Crusade — увлекательная компьютерная стратегия переносила игроков во времена Средневековья и Первого крестового похода. Крестоносцы, войска Саладина, взятие Иерусалима, захваты и осады замков, разные режимы игры. Почувствовать себя настоящим стратегом мог каждый в этой замечательной игре 2002 года. Подведем итоги года, друзья. 2002 год принес людям одновременно много хорошего, впрочем, как и множество проблем, тревог и горестей. Он был счастливым для творческих индустрий и трудным для России и США. Продолжилась борьба с международным терроризмом, глобалисты старались воплощать в реальность свои планы всемирной экспансии, уходила культурная эпоха 90-х, и на смену ей спешило новое время. Время начала 2000-х, непонятное, необычное и тем самым немного пугающее. В следующих выпусках мы продолжим наше путешествие в прошлое и приступим к обзору на 2003 год. Подписывайтесь на канал, здесь мы рассказываем о событиях прошлого, которые изменили нашу жизнь и стали настоящей историей. И до скорых встреч, друзья!